RGB подсветка кейса. Есть особый режим прозрачности, который прямо удивителен для вкладышей. Минимальная задержка в играх с поддержкой кодека aptX Adaptive. По одному, разумеется, наушники работают. Нереально шикарный комплект, качественный звук, нестандартный дизайн и очень много обещаний по характеристикам. Насколько они соответствуют действительности, сейчас вы узнаете. Tube851, всем привет, меня зовут Саня, вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня я расскажу вам об одних из самых внешне необычных беспроводных наушниках, которые я встречал. Edifier GM5 TVS. Пока вы наблюдаете распаковку, хочу сделать маленькую ремарку. С данным брендом мне не всегда везет. Последние две пары вкладышей, которые я у них покупал, работали настолько плохо, что обзоры я на них решил не делать. А эти ушки прожили у меня больше месяца, и хотя их спеки просто отличные, я ждал, что они тоже умрут. Но этого не случилось, поэтому я и делаю обзор. И не забываем за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Ежемесячно я разыгрываю 5 браслетов Mi Band 6. Рандомные на стримах, полные условия в описании. Подписываемся с лайком, начнем по порядку. Упаковка, как и комплект, как вы уже заметили, шикарные. Я первый раз вижу подобный чехол, плюс карабин с лентой для ношения на шее в комплекте. Такой вот интересный шнурок. Разумеется, в комплекте также наушники, бокс для зарядки, инструкция и кабель для зарядки Type-C. Распаковали эту радость, начали изучение бокса. Вес и размеры вы видите сейчас на экране. И хочется отметить, что несмотря на отличный внешний вид и возможность достать наушники, даже если бокс находится в силиконовом чехле, сам прозрачный бокс довольно маркий. Люфт у крышки приличный, одной рукой наушники достать можно. Диоды, находящиеся в боксе, радуют. Что происходит с боксом, если его очень сильно трясти, вы уже видели. Тактильно обычный скользкий пластик. Вау-эффект только визуальный. 2,5 раза бокс наушники перезаряжает. Наушники, размер и вес вы снова видите на экране. Сделаны из довольно странного пластика. С одной стороны внешний китайский Китай, с другой на ощупь приятные. Швы, конечно, видны. Особенно приятно, что игровые диоды на наушниках при проигрывании музыки не мигают. Управление сенсорное, глюков при использовании сенсора я не наблюдал. По функциям: перелистывание треков, плей-пауза, переключение с игрового режима в режим проигрывания музыки, притом по задержке я разницы не заметил. А вот проигрывание музыки звучание и правда улучшает. Активация режима прозрачности, ответ на звонок и сброс звонка. Теперь разница по спекам. Производитель пишет, что наушники заряжаются за 1,5 часа в боксе с 0 до сотки. По факту всего за час. И по автономности у меня на 50% громкости они отыграли 8 часов 10 минут. А вот на 100% только 3 часа 40 минут. И я бы не сказал, что у них запас громкости лютый. По одному наушники, разумеется, работают. Переподключение между правым и левым происходит бесшовно. Bluetooth версии 5.2, кодек aptX Adaptive уши поддерживают, и разница в звучании с ним и без него очень ощутима. Задержки в YouTube играх я не наблюдал даже в режиме игры. Вот вам пример задержки. Микрофоны по мне довольно достойные, вот вам пример работы микрофонов. Пример работы беспроводных наушников Kikate G5 рядом с дорогой, на улице, не особо оживленное движение, мимо меня сейчас вообще машин не проезжает, где-то вдалеке, наверное, на метрах 15 только проехала парочку. И что я хочу сказать, довольно сильный ветер, погода швах. Но вот сейчас ветер не задувает. Вот так примерно вас будет слышать собеседник, если вы будете ходить в не самую худшую, но не самую лучшую погоду. Работа микрофонов беспроводных наушников Kikate GT5 в помещении минимум мебели. Напоминаю, что наушники работают по кодеку Qualcomm aptX Adaptive, не путать с aptX. И вот так вас будут слышать собеседники, если вы будете довольно громко разговаривать в помещении, в котором минимум мебели. И оно, кстати, еще даже без двери.
Вот так, в принципе, по мне, не очень даже плохо. Самое интересное здесь режим прозрачности, а самое странное в том, что он работает. По факту, прямо по минимуму работает. При воспроизведении музыки вы вряд ли что-то услышите, если будете врубать ее на максимум, даже в активированном режиме прозрачности, так называемый Ambient Sound. Но без музыки, как бы не смешно это звучало, учитывая, что я говорю о вкладышах, окружающие звуки слышно лучше. И лучше слышно окружающие звуки на лояльной громкости. Как шутят, хочешь верь, хочешь проверь. Зачем это нужно, я не совсем понимаю. Понятно, что когда в Huawei FreeBuds 3 запихали активное шумоподавление, к слову, совсем отвратное, но ощутимое, и обзор на эти отличные по другим параметрам наушники вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. И помним, более топовых вкладышей у Huawei пока нет. Но зачем здесь функция прозрачности? Это тайна, покрытая мраком. Звучание. Динамический драйвер на 12 мм, и по Adaptive aptX звук здесь объемный, сочный и очень легко поддается корректировке в эквалайзере. Цену, кстати, как и всегда, вы можете посмотреть по ссылке в прикрепленном комментарии или в описании к видео. А если сейчас есть промокоды на скидку, можете посмотреть их в моем телеграм-канале, также по ссылке в описании. Для вкладышей по мне звук, конечно, не входит в топовую тройку из тех, что я слушал, но вспоминая о ценнике, очень даже достойный вариант. Верхние частоты отлично звучат, без перегрузов на максималке, средние не задавлены, низкие частоты стандартно урезаны и могут быть восстановлены только в эквалайзере. Логично, что как всегда за счет чего-то другого. Минусы, куда без них. Нет сенсоров приближения, нет программы для управления, нет функции беспроводной зарядки у бокса, нет функции мультиподключения, не лютая максимальная громкость, могли бы и больше сделать, и довольно скромное время работы на максимальной громкости. Резюмирую, кому внешне зашли, советую. Уникальное устройство, выглядит по-игровому. И хотя этот бренд не близок к моему сердцу, если девайс у них не ломается в первую неделю, получается довольно достойно. К слову, я уже полгода использую их очуменный саундбар с сабвуфером. Если вам интересен обзор на него, пишем, сделаю. Завтра обзор на классный, а главное дешевый и безумно популярный проектор, и это все не просто эпитеты для наполнения. Это и правда хорошая железяка. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, пишите в комментах, что еще купить для обзора девайсу. Добра и удачи вам, дорогие друзья.